Сегодня я приглашаю вас прогуляться вместе со мной в Китайский дворец. Китайский дворец является частью грандиозного дворцового паркового комплекса собственной дачи императрицы Екатерины II. Определение собственной в придворной терминологии означало, что то или иное здание, павильон или сад предназначались для императорских особ, и сюда приглашались лишь избранные лица. Так обстояло дело и с Китайским дворцом и его окружением – личная резиденция Екатерины II. Несмотря на внешнюю сдержанность и некоторую строгость, внутренняя отделка дворца оформлена изысканно и удивительно нарядно. В средней части находится анфилада парадных покоев, стеклярусный кабинет, штофная опочивальня, зал мусс, голубая и розовая гостиные, большие и малые китайские кабинеты. Сами эти названия говорят об исключительности и неординарности дворцовых помещений. Большую анфиладу дополняют малые анфилады. В западной находятся жилые покои Екатерины II, в восточной – комнаты великого князя Павла. Во дворце нет повторяющихся обрамлений дверных проемов, панелей, створок. Каждый интерьер совершенно самостоятелен. Главной знаменитостью Китайского дворца является стеклярусный кабинет, сохранивший подлинную отделку 1760-х годов. Стены комнаты декорированы 12 стеклярусными панно. Это холсты, на основе которых сделана вышивка стеклярусом, то есть трубочками молочного стекла, и разновидным ворсистым шелком – синелью. На искрящемся фоне представлены сложные композиции с изображением фантастических птиц, растений, порхающих бабочек. Панно заключены в рамы с золоченой резьбой, имитирующие стволы деревьев, увитых листьями, цветами и гроздями винограда. Для убранства интерьеров дворца приобретали первоклассные произведения изобразительного и прикладного искусства. Самую значимую часть живописной коллекции составляют плафоны, написанные специально для Китайского дворца. Подобным собранием плафонов не располагает ни один из сохранившихся русских дворцов. Большинство были исполнены по специальному заказу Венеции ведущими мастерами Академии живописи и скульптуры. Уникальны по своему художественному значению паркеты дворца общей площадью 722 квадратных метра. Они набраны из отечественных и заморских древесных пород – красного и черного дерева, амаранта, самшита, персидского ореха, клена, береза, дуба. В отдельных наборах насчитывается до 15 различных пород дерева. По богатству и разнообразию древесных пород, по сложности рисунка набора и мастерству исполнения паркеты Китайского дворца не имеют себе равных в мире. Сейчас мы с вами в штофной опочивальне. Штофная опочивальня являлась парадной спальней наследника престола великого князя Павла Петровича. В XVIII веке комната была декорирована штофом по селадоновому, то есть голубовато-зеленоватому грунту. Сохранившиеся фрагменты отделки селадонового цвета с росписью XVIII века можно видеть и сейчас на панелях в нижней части стен. В 1857 году при реконструкции дворца тканное убранство комнаты было заменено на живописное. Стены придальковой части интерьера оформлены картинами кисти Фрикке и Келлера, иллюстрирующие пасторальные галантные сценки. От убранства XVIII века сохранилось слепное убранство потолка, а также плафон «Урбания, обучающая юношу» кисти Маджонта. На нем изображена муза астрономии, парящая в облаках. Форма четырехлистников, которой выполнена картина, повторяется в рисунке центральной композиции паркета, исполненного русскими мастерами по проекту Ринальди. Будуар, называемый в XVIII веке живописным кабинетом, завершает восточную анфиладу покоев, отведенных для великого князя. После реконструкции дворца в XIX веке сюда было перенесено внутреннее убранство орехового покоя, расположенного в западном ризолите дворца, в личных комнатах императрицы Екатерины II. Деревянные фанерованные панели, украшенные накладной резьбой и живописью. Однако, несмотря на название, для создания орехового покоя в основном использовался не орех, а сандал и олива. Вместе с перемещенными панно здесь разместилась и мебель из прежнего интерьера, зеркало в резной раме и ажурная жардиньерка в виде трильяжа. Сейчас мы с вами в голубой гостиной. Своим названием интерьер обязан отделке шелком голубого цвета, украшавшим стены вплоть до 60-х годов XIX века. В 1860-е годы обветшавшую ткань заменили живописной отделкой кисти художника Бейдемана. В простенках между окнами находится изображение амуров в рост, копии с работ Рафаэля Санти. От первоначальной отделки XVIII века в гостиной сохранилась лепнина падук и потолка, камин искусственного мрамора, живописный плафон.
Декоративное убранство голубой гостиной дополняют банкеты и табуреты, исполненные русскими резчиками во второй половине XVIII века по рисункам архитектора Ринальди. Наборный паркет выполнен по рисунку Ринальди в 1782 году группой российских столяров под руководством Петерсена и Витте. В технике набора паркета использованы такие приемы, как маркетри, то есть составление рисунка из отдельных частей, и для более тонкого узора интарсия, то есть врезка кусочков цветного дерева в основную породу. Розовая гостиная или живописная предпочивальня связывает анфиладу парадных залов с половиной Павла. В 1850-е годы функциональное назначение интерьера изменилось. Теперь комната стала называться спальней. Вместо панно на стенах появились бумажные обои, декорированные золоченой резьбой из акантов и завитков в стиле второго рококо. Оформление интерьера розовой гостиной, паркет, лепная орнаментация перекрытия и плафон Гаспара Динициани остались нетронутыми и сохранились в первоначальном виде. А мы с вами заходим в стеклярусный кабинет. Стеклярусный кабинет – это непревзойденный образец стиля рококо, сохранивший свою уникальную подлинную отделку XVIII века. Стены кабинета декорированы 12 стеклярусными панно, которые выполнены в технике вышивки разноцветным ворсистым шелком, синелью и стеклярусом, маленькими трубочками белого стекла, нанизанные на нитки. Панно были созданы по заказу Екатерины II специально для этого кабинета в 1762 году 9 русскими золотошвеями под руководством француженки мадам де Шель. Рисунки картона к стеклярусным панно выполнил в 1762 году итальянский художник Серафино Бароцци. Резные золоченые рамы, обрамляющие стеклярусные панно, выполнены русскими мастерами. Потолок стеклярусного кабинета украшает плафон кисти Гаспара Дициани, называется «Фортуна и зависть». Пол и панели стеклярусного кабинета первоначально были выполнены из смальта мастерами Петерговской гранильной фабрики. Смальты изготавливались по рецептам Ломоносова. В середине XIX века пол из цветного стекла был заменен наборным деревянным паркетом, сохранившим свой первоначальный рисунок. Убранство стеклярусного кабинета дополняют французские кресла второй половины XVIII века, японские напольные вазы XVIII века, фигурки цапель французской работы первой половины XVIII века. Редчайшими образцами прикладного искусства являются 3 мозаичных столика, изготовленные мастерами Петерговской гранильной фабрики под руководством Мартини. А мы с вами уже перешли в большой зал, который является центральным помещением китайского дворца. Интерьер зала декорирован искусственным мрамором различных цветов и оттенков, а отделка восточной и западной стен дополнена пилястрами и трехчетвертными колоннами с карибскими капителями. Строгость и торжественность, свойственная этому залу, отражает его предназначение. В XVIII веке он служил в первую очередь для приемов и проведения торжественных обедов. В зале накрывались столы, и именно здесь Екатерина II принимала иностранных послов и наиболее приближенных лиц. Традиция использовать этот зал как приемный была продолжена и в XIX веке. Штукатурный покой открывает западную часть парадной анфилады дворца. Это помещение, предназначенное для отдыха и бесед, практически полностью сохранило отделку XVIII столетия. Стены комнат декорированы изящным орнаментом, выполненным мастером Альберто Джанни в технике намазной лепки без использования гипсовых форм. Живопись является ярким цветовым акцентом и несомненным украшением этого рокального интерьера. Декоративную отделку зала удачно дополняют предметы мебели из исторической коллекции музея, среди которых бюро розового дерева французской работы 1760-х годов. Это подлинный предмет из штукатурного покоя. Особую ценность представляет собой ломберный стол работы французского мастера Леонардо Будена, предназначенный для игры в 3 или для игры де омбре.
Китайская комната – один из интерьеров, воплощенных в характере китайского искусства или шинуазри, которые и определили название дворца. В лепных и резных украшениях стен и падук потолка китайской комнаты в рисунках наборного паркета преобладают свободно трактованные китайские орнаменты и символы. По фризу карниза изображен древний символ вань индийского происхождения, который в искусстве Китая означал пожелание долголетия. Паркет интерьера, набранный из ценных пород дерева, сочетает в себе восточную орнаментику с изображением иероглифов и крылатого дракона с элементами европейского рококо в виде растительных побегов и листьев аканта и является одним из лучших образцов паркета в китайском дворце. Особенностью декоративного убранства китайской комнаты является расписной шелк в обрамлении накладной резьбы в форме меандра. А это помещение, которое вы видите сейчас на экране, называется Китайская галерея. Так назывался в XVIII веке любимый зал императрицы Екатерины II. Восточные мотивы и разнообразие фактур в декоративном убранстве делают этот интерьер одним из самых эффектных во дворце. Наборные деревянные панно на стенах выполнены в технике маркетри, то есть мозаики из различных пород дерева, с инкрустацией, пластинками моржовой кости. Они иллюстрируют галантные сценки из жизни китайцев на фоне пейзажа. Эти композиции созданы русскими мастерами во главе с Иосифом Шталмейером, возможно, по рисункам Серафима Бородца. Завершает декоративное убранство потолка плафон «Союз Европы и Азии» работы итальянского художника Якопо Гуарана. Наборный паркет выполнен по рисунку Ринальди в 1773 году группы русских столяров под руководством Петерсена. В интерьере представлен бильярд английского мастера Кларка, приобретенный великим князем Петром Федоровичем в 1748 году. В царствовании императрицы Екатерины II раритетный аглицкий бильярд был перемещен из Большого Оренбаумского в Китайский дворец, где находится в Китайской галерее. Прямо напротив дворца расположился небольшой пруд. Я предлагаю прогуляться вокруг и рассмотреть получше перголу. Это беседка, расположенная вдоль западного берега пруда. Она состоит из 54 пилонов, а к воде ведет небольшая каменная лестница. Беседка была построена в 70-х годах XIX века и является характерной чертой садово-парковой архитектуры того периода. Пергола находится на том месте, где Ринальди намеревался возвести кофейный домик. Это была часть задуманного им ансамбля собственной дачи. А рядом с перголой располагается большой древний камень-валун, в котором высечена скамья и вырублена надпись «Великой государине императрице Екатерине Алексеевне собственного саду, построенная в 1762 году». Парк Оренбаум – ценнейший образец садово-паркового искусства второй половины XVIII – середины XIX века. Он занимает площадь в 162 гектара. До 70-х годов XVIII века главным художественным приемом в организации парка была регулярная композиция, которая позже сменилась пейзажной. Парк состоит из нескольких исторически сложившихся частей, каждая из которых сформировалась в определенные периоды создания дворцового паркового ансамбля.